Привет, трейдер! Сегодня я покажу тебе, как по трем простым признакам на графике вовремя находить покупки и открывать сделки в нужный момент. Все эти признаки основаны на работе визуального индикатора, который делает картину рынка понятной. Видно, от кого ждать активных действий – покупателей или продавцов, где топливо для движения и куда рынок может рвануть дальше. Первый признак. Цена находится на зеленом фоне у его нижней границы. Зеленый фон – это область, где индикатор прогнозирует активность покупателей. А раз цена у нижней границы, то есть потенциал для роста. На графике присутствует зеленая линия, ориентир, куда может дойти цена. Признак 2. На графике есть свеча с большим объемом, которая взаимодействовала с нижней границей зеленого фона. Большой объем означает, что цена интересна для покупок. Если это свеча продавца, но ее выкупили покупатели, это особенно сильный сигнал. Признак 3. Цена находится внутри зоны покупателя старшего таймфрейма или отскакивает от нее вверх, подтверждая продолжение роста. Это значит, что старший таймфрейм подтверждает прогноз движения цены вверх. Зона покупателя на старшем таймфрейме или на любом таймфрейме графика – это зеленый прямоугольник. Это свеча покупателя с большим объемом. Это нижняя граница зеленого фона. Когда на графике все эти признаки есть, у тебя появляется логика для покупки. Нужно помнить, это не гарантия результата. Рынок всегда остается вероятностным. Но эти простые правила помогают видеть картину яснее и принимать более уверенные решения. Больше информации ты можешь найти на моем сайте или в телеграм-канале. А если тебе интересно, смотри дальше. Я покажу на примерах графиков, как эти признаки работают в реальных ситуациях. Здесь покажу примеры сделок, где признаки привели к положительному исходу. А ситуации, когда лучше подождать и не входить, я разберу в отдельном видео. Посмотрим на график евро к доллару. Слева у нас дневной таймфрейм, справа часовой. Мы видим, что цена на часовом графике находится около нижней границы зеленого фона. Сверху присутствует зеленая линия, куда цена может потенциально дойти. Также у нас есть бар продавца, который взаимодействовал с нижней границей, и который потом выкупили покупатели. У нас, соответственно, первый и второй признак выполнились. Третий признак. Нам нужно посмотреть старший таймфрейм и убедиться, что там у нас есть подтверждение сделки. На старшем таймфрейме у нас есть вот эта зона, от которой фактически и идет движение. Ну и в результате цель была достигнута. Давайте посмотрим на график BTC, на вот этот кусок. Да? Здесь у нас на старшем таймфрейме взаимодействие с нижней границей зеленого фона. Что же было, это дневной опять же график, справа у нас часовой график. Что было на часовом графике? Цена находится у нижней границы зеленого фона. Есть цель, куда целится зеленая линия. Есть две свечи продавца с хорошим объемом, которые взаимодействовали с нижней границей зеленого фона. И дальше покупатель еще большим объемом выкупает первую свечу и здесь выкупает вторую свечу. Да? Это потенциальные точки были для входа с достижением потом таргета. Давайте посмотрим график эфириума. Ну, допустим, вот этот интересный момент. Здесь у нас опять же дневной и часовой таймфрейм. Был боковик, из которого цена вышла
вверх, да. У нас есть на часовом таймфрейме отличный пар покупателя с отличным объемом, от которого могли вправить эти возобновления. А на часовом таймфрейме, то есть у нас признак 3 уже готов, на часовом таймфрейме цена около нижней границы зеленого фона, есть зеленая линия с потенциальным таргетом и есть бар продавца с хорошим объемом, который взаимодействует с нижней границей. Его выкупает покупатель, и это потенциальная точка для входа, которая великолепно отработала. Напомню, что все эти признаки основаны на работе индикатора, который помогает упростить график и сделать картину рынка наглядной. В следующих видео я покажу, как признаки для продаж, а также ситуации, когда лучше подождать и не входить. Всем прибыльных сделок. Пока.